Привет, мои уважаемые друзья! Здесь будет для вас видео в тот момент, когда вы нажали, будет актуально на такую тему. Вам письмо от высших сил. И я бы сказала, здесь вам 3 письма от высших сил, потому что 3 колоды. И колоды от Чиро Маркетти, и я специально взяла одного автора, чтобы письмо было цельным, правдивым и глубоким. Вам 3 письма от высших сил, а еще колода ангелов, она дополнит каждое из писем. Устраивайтесь так, чтобы вы, используя для себя, самое главное, провели время, чтобы вам было удобно и вольготно, и чтобы эти видео для вас были очень полезны. Мои видео все для вас будут полезны, если вы им позволите. Это ларец. Это, можно сказать, почтовый ящик, да, вот здесь. У меня, кстати, драгоценности там лежат мои, которые я надеваю на видео, ритуальные драгоценности. Итак, это будет ваш ларец для того, чтобы посмотреть письмо от высших сил. На дне колоды мужчина, главная персона, main person, мужчина. Вот какое письмо. Мужчина хочет написать письмо. На кипер для многих проиграется или мужчина хочет написать письмо вам, и это будет его письмо, или же высшие силы хотят показать вам, где вы можете проявиться в успехе, в профессии или еще в чем-то. В общем, мужчина – это олицетворение успеха. Вот это покажет кипер, вот такой кипер, вот здесь на этих картах. Потом второе письмо будет на Ленорман. Вы, наверное, знаете, когда Николай ездил в Германию, то есть он мне привез такую колоду. Это Extended Edition, то есть здесь дополнительная карта есть. Это будет второе письмо. И еще у нас с вами есть 3-е письмо. На простых Ленорман, моя очень старая колода. Смотрите, старая колода, в каком она состоянии хорошем. И часто использую, потому что коробочки, секрет состояния колод, коробочки использовать их, родные коробочки, они очень помогают. Это их домики. Вот, это будет 3-е письмо. И еще карты ангелов. Это ангелы земные, так называемые fairy, или земные ангелы. Они показывают именно в земной жизни, в материальном плане. Вот здесь так. Что ж, ну давайте начинать будем. Начинаем с первой кипер. Там мужчина был на дне колоды. В Extended Edition птицы. Высшие силы хотят с вами поговорить. И в обыкновенном Ленорман, маленький да удаленький, это лилия. Смотрите, вы увидели первое, чем я, да, потому что показываю в экран лилии. Это надежное, верное отношение, надежная, верная жизнь, счастливая. Начинаем. Итак, какое же письмо будет на кипер? Вам письмо от высших сил. Что хотят сказать карты кипер? Какое послание вам передать? Сейчас я вижу, что многие из вас расстроены. Эта карта despair называется, или отчаяние. Сейчас многие из вас расстроены почему-то. Что-то идет не так. Что-то, какие-то эмоции вышли из берегов. Может быть, у вас есть какой-то долг, который вы не можете покрыть, финансовый, или же ссора с кем-то была. В общем, вам сейчас нелегко. Эта карта показывает, что высшие силы, ангелы знают, что вам нелегко, и через это видео вам помогут. Что хотят сказать высшие силы? А вот есть открыта дорога. Даже пусть нелегко, даже пусть вы сейчас находитесь в состоянии отчаяния, да, но дорога открывается. Открывается дорога на счастливую жизнь. Открывается дорога на счастье. Видите, там впереди свет, и мотыльки вас приглашают. Мотыльки — это значит, вот чуть-чуть еще нужно, немножко. Эффект мотылька, когда крылышко мотылька меняет реальность. Это то, что у вас будет. Именно это видео, как крылышко этого мотылька, поменяет вашу реальность. И у вас все будет замечательно в будущем. Pathway — это дорога открыта. Это дорога в вашу новую жизнь. И за все страдания и отчаяния, видите, страдания и отчаяния, которые вы перешли, может быть, вы сейчас еще плачете, переживаете, может быть, у вас в жизни что-то не получается. За все эти страдания теперь будет награда, потому что открыта дорога на счастье. Эта дорога может быть открыта на новые дела, на переезд, на то, чтобы выиграть, может быть, в каком-то несправедливом суде, который затеял кто-то.
Это дорога на выздоровление, на прекрасное самочувствие, это дорога на лучшие отношения, если отношения у вас по какой-то причине были нарушены с кем-то. Кто-то очень страдает сейчас. Это карта гроб, не бойтесь. Ее карты старинные, там такими терминами люди оперировали в то время. Эта карта гроб говорит, что сейчас кто-то, может быть, закрылся и не общается с вами. Может быть, у вас качели, вы поссорились или с другом, или с дочерью, с сыном, с любимым человеком. И вам от этого очень тяжело. Потому что вы от сердца сказали то, что думали, но ваши слова неправильно поняли. То есть у вас сейчас очень тяжело на сердце, и отчаяние, и гроб об этом. Очень тяжело на сердце. Высшие силы это знают. И сейчас Mature Man. Mature Man это человек взрослый. Теперь вы или в вашу жизнь пускаете очень взрослого человека, входит человек, который действительно вам поможет. Взрослый человек, это может родитель быть. Или вы, знаете, вот то, что случилось, или это кармическая отработка была, или это чье-то действие неправильное. Но сейчас вы становитесь не то что взрослее, но взрослее в том смысле на свои ноги становитесь. И идете по своему пути, вот здесь карта перехода, да, по своему пути идете новыми взрослыми ногами, где вы точно знаете, твердым шагом, как говорят, да, вы идете по жизни твердым шагом. И точно знаете, что вот это будет. Карта сама себя показала. Это карта подарок. Вы идете по своей жизни твердым шагом и знаете, что в вашей жизни кто-то вас думает сейчас. И знаете, что в вашей жизни будут только подарки судьбы. Так сказали карты Кипер. А они очень правдивые, они вообще такие прямо говорят. Кто-то вас сейчас думает, кто-то хочет быть с вами, кто-то хочет от вас получить весточку. Кому-то вы очень нужны, приятны и нужны. Спросим у ангелов, у фейри. Фейрис – это ангелы земные, которые знают наши чаяния, наши заботы. Им земные эмоции не чужды. Они больше такого материального плана ангелы, да? Итак, спросим у них. Смотрите, вот это ваш дух, это лесной дух, давайте так сделаю. Это лесной дух, это ангелы лесного духа. И как я уже говорю часто, что дух – это ваше внутреннее сознание. Люди привыкли говорить подсознание, но я вот сейчас ко мне в потоке пришло слово внутреннее сознание. Нигде не слышала такого слова. Это четко говорят высшие силы. Это дух внутреннего сознания. Это дух вот этого леса внутреннего, таинственного, где есть еще неизведанные, не пройденные вами пути успеха. И высшая сила говорят, что именно сейчас вы выходите на этот путь успеха и получаете вот такие подарки. Получаете подарки от высших сил, получаете благополучие, получаете счастье. Сейчас вы входите в такое время вашей жизни, когда вы вот раздвигаете этот мир, да, вот как, например, вы нажали посмотреть мое видео, мистика произошла, вы раздвинули этот экран, и я на вас смотрю, вы смотрите на меня, и мы с вами взаимодействуем, я вам помогаю, у вас есть консультант, у вас есть помощник. Это ангел-помощник, и это ангел не тот, который у престола Всевышнего, да, спускается, там тоже есть ангелы, но здесь именно земной, материальный ангел, фея, который говорит вам: так интересно в твоем магическом лесу, там столько успеха ты еще не знаешь. Ангел приглашает вас в ваше внутреннее таинство, там, где вы почувствуете: это мое, я еще это не востребовала, я еще это не прожила, я хочу это попробовать, это вот как еду, да, как стол накрыт перед вами. И вы думаете: это явство, я еще не знаю, как это на вкус, я хочу попробовать. Или поехали на Гавайи, а там фрукты. И не была на Гавайях, надо будет съездить, да? Какие там фрукты гавайские, они не такие, как везде. Потому что Гавайи, кстати, это остров, который дальше всего от земной суши. Не от земной суши, а от континентов. Это такой уникальный остров, мне как-то сказал один археолог. Я запомнила это. Интересный человек, да? Вот, что Гавайи находятся на самом отдаленном месте от любого континента. То есть это вот отдаленное место вашей души. Да, не зря мне приходят эти слова, чтобы я вам передала их. Что вот это отдаленное место вашей души, это та дорога в вашем подсознании, вот в этом
космосе, да, внутреннем сознании, которую вам предстоит пойти, потому что когда вы пойдете по этой дороге, вы найдете подарки. Вы найдете много денег, вы найдете подарки судьбы, вы найдете людей, которые вас любят, и вы будете счастливы просто. Такое первое письмо. Дорогие мои, продолжаем смотреть, потому что именно для вас 3 письма высших сил. Кипр, я откладываю и начинаю смотреть вот эту колоду, где были птицы, то есть надо поговорить, нам важно поговорить сейчас. Так говорят ангелы, так говорят хранители рода, так говорят высшие силы, вам письмо от высших сил. То есть высшие силы вам говорят, нам нужно сейчас поговорить, потому что есть им что именно вам сказать. Итак, смотрим, что же хотят сказать вам высшие силы через этот расклад. Смотрим. Ключ. У вас в кармане мастер-ключ. И у меня есть другие видео, где я много-много говорю о мастер-ключе. Давайте я это заберу, потому что уже отработала для нас. У нас в нашем подсознании много есть мастер-ключей. Это главный ключ, который открывает все двери у вас внутри. И ангелы второго послания от высших сил, ангелы — это вестники, да, которые вас связывают с высшими силами. Каждый ангел — это вот отдельное. Кстати, вот смотрите, что на дне колоды было. Это вы. Вот, уникально просто. Я всегда в восторге от того, что происходит. Магия происходит на этом столе. Всегда в восторге. Так вот, ангел говорит именно для вас, для того человека, кто сейчас смотрит, для того человека, который послал сюда двойника в канадскую Сибирь ко мне в студию, чтобы получить от меня вот эту консультацию. Это вы, потому что расклад общий. Это тот, который сейчас нажал, тот единственный человек. Вы скажете, ну, просмотров, например, там столько-то тысяч. Вы единственный человек в вашем месте именно сейчас смотрите. Потому что вы уникальны в вашем месте, в ваше время. Именно вы уникальны, да? Поэтому я говорю в начале видео, скажите свое слово, свое имя своим голосом. Это будет ваша самая лучшая мантра. Это моя авторская методика, как вам сделать мои видео активными. Если там кто-то повторяет, люди просто повторяют за мной, своего видения не имеют, своих талантов не имеют, да? Так что слушайте это. Это вы, вот сюда вошли в эту карту вы, двойник, ваш двойник. И он получил мастер-ключ, и все. Это все, что вам нужно. Вам больше ничего не нужно. Высшие силы говорят, все остальное у вас есть. Вот нужен был только этот мастер-ключ, и больше ничего вам не нужно. Из внешнего мира имеется в виду. Потому что у вас есть профессия, у вас есть уже опыт жизненный, у вас все есть. Но еще, самое главное, есть то, что вам передали предки. Это ваши таланты, ваша уникальная внешность, ваш уникальный ум, все, ваша уникальная энергетика. И когда вы еще знаете, откуда вы, знаете, кто вы получили мастер-ключ, который откроет все двери, которые вам нужны. А это не только внутренние двери. Внутренние двери — это двери в ваш портал изобилия. В то место, где вы будете получать информацию о том, как больше заработать. Ой, давайте я вот так сделаю для вас. Что такое? Эти карты все лучше и лучше. Мужчина был сразу за женщиной. Потрясающе. Ключевой мужчина войдет в вашу жизнь, если это вам важно сейчас. То есть сейчас вы получаете этот портал изобилия, когда внутренние ключи есть. И это один ключ, который открывает все двери внутри, который говорит, вот здесь ты вот так сделай, туда слушай свой внутренний голос, да, чтобы заработать, чтобы лучше жить, чтобы кайфовать каждую минуту, чтобы был обустроенный быт, чтобы был обустроенный быт с мужчиной у вас, да, есть мастер-ключ. Но тоже мастер-ключ есть от внешнего мира. От того внешнего мира, где найдутся люди, которые вас понимают, найдутся люди, которым нужны ваши продукции, которую вы выпускаете. Найдутся люди, которым интересно с вами для дружбы, которые будут дружить с вами не потому, что им выгодно. Есть такие люди, да, у меня были такие друзья, я от них избавилась, которым было просто выгодно, потому что там у мужа в компании можно было что-то купить по скидке, да. Вот такие были у меня друзья, я от них избавилась. Ну, долго избавлялась. Такие друзья обычно, которые тебя используют, они, мнимые друзья. От них трудно избавиться. Floral's Realm – это карта
земного ангела, который вам поможет именно здесь, это цветы. Нужно цветы взять себе. Сейчас мужчину тоже здесь оставим. Нужно взять цветы как себе на секрет, чтобы знать, что именно цветы имеют тот секрет, который вам нужно знать сейчас от феи. Ну, смотрите, нужно качество знать, да? Вот такая вещь, чтобы узнать, как природа нам помогает, нужно узнать качество этой природы. Например, Луна — это внутренний свет, это перемены, да? Мы должны быть вот свободно идти с переменами, да? Например, Солнце — это успех, это прояснение, это главное качество, да? Вот это исцеление, витальность и так далее. Но вам говорю, что вам нужно узнать именно качественный совет от floral, то есть это от флоры, не только от цветов, от флоры — это, по-моему, растительный мир, да, от растительного мира. Растительный мир — это самый-самый, как бы сказать это вам правильно, потому что я как гомеопат знаю, мы изучали растения на энергетическом уровне. Я вам скажу, что растительный мир — это самый сильный мир, когда касается их способности выжить, потому что они берут солнечную энергию и притворяют ее в питательные вещества для себя. Но люди пока еще так не умеют, хотя вам скажут пранаеды, что они это делают, и на мой взгляд, это просто люди, которые, к сожалению, у них есть раздвоенность персоны. То есть, когда они едят, они себя не осознают, другая персона ест, потому что пранаедов еще нет. Человек не может питаться солнцем как энергией, не имея земной еды. Но в одном пранаеды правы, кстати, но они об этом сами не знают. В том, что они питаются солнечной энергией. Мы всегда питаемся солнечной энергией, когда едим растительную пищу или даже животного проявления. Потому что солнце – это то, что наполняет растения, чтобы они нам давали витамины. Да? То есть растения едят солнце, можно сказать, да? Это единственные пранаеды растения, и здесь о них идет речь. Ну да, можно сказать больше растительной пищи, или же, например, если вы едите животный белок, он должен быть, ну, например, там барашек, который траву ел, да, он ел растительную пищу, да, и так далее. Всееды, мы всееды, я всеед, я ем, ну, благодарю за то, что мне дает природа, и ем все, что вот хочется. Но главное, не в больших количествах, да, вот у меня это проблема, количество. Люблю много еды, это моя проблема. Ну, какая у вас проблема в еде, пишите, потому что здесь, видимо, ангел любви, ангел ваш, ангел-хранитель второго расклада, второго письма вам хочет сказать, чтобы вы там не переедали, ели вовремя. Дисциплина нужна в еде. Вообще взрослому человеку для успеха нужна дисциплина. Вот. Но здесь этот флорал, то есть растительный ангел, говорит, понимаете, возьмите у животных и у растений вот эту идею, что все на благо. Все на благо. Растения едят солнечную энергию. Мы потребляем солнечную энергию, витамин D. Это и витамин, который солнцем усваивается. Да? Верьте в свое солнце, верьте в свой успех. Верьте. Мужчина как солнце. Верьте в мужчину. И это будет ключевое послание. Второе. Ключ, мастер-ключ. Вот это именно солнечная энергия, которой пользуются растения, которые научились. Растения — это единственные, которые научились это делать. Но они давно уже на Земле. Будет ли время, когда люди будут пранаедами? Ну, мы уже пранаеды, потому что мы едим растения, мы едим солнечную энергию растений. А еще эта карта говорит, что верьте в свое солнце. Но уже так чисто, понимаете, четко к делу больше, да? Верьте в свое солнце, верьте в свой успех. Верьте, что в вас есть вот это внутреннее солнце, это энергия уникальности. Потому что солнце уникальное, другой такой звезды нет. Любая звезда, она уникальна. Вы звезда, верьте в свой успех. Как многие из нас не верят в это? Как многие из нас не верят, что мы звезды? Все звезды уникальные по-своему. Есть такое понятие. Вот этот человек звезда. И люди уважают его. Я как-то зашла в магазин, мы были приглашены в компанию, и каждый приносит, ну, что-то алкогольное. Хоть мы и с мужем, там, может, глоток где-то в компании можем этого употребить, но приносим, потому что, ну, как бы красиво, да. И я знаю, что эти люди любят какое-то такое авторское пиво, да. И мы смотрели, мы не разбираемся в этом пиве вообще ноль, без палочки, абсолютный.
И мы стояли долго, и не знали, что купить, потому что хотели что-то, ну, хорошее, чтобы людям было приятно. И не знали, какое лучшее. Ведь мы идем в дом к людям, которые эстеты по пиву, разбираются. Мы нули полные, чайники говорят, да. И там человек подошел, видно было, что он знает, что он делает. Он сразу так бутылки эти накладывает, так много, причем ставит их себе в корзинку. А я спрашиваю у него: скажите, пожалуйста, это вот вы пробовали это пиво, оно интересное, чем оно вкусное? Он говорит: да я вчера в рекламе посмотрел, вот там какой-то знаменитый артист, его показывал, что он рассказывал что-то и пил это пиво. Его демонстрировал. Я сразу первым делом пошел купить его, потому что этот артист его пил. Понимаете, о чем речь? Ну, человек, он неплохой, он какой есть. Какой я урок отсюда вынесла? Что он сам его не пробовал, но уже набрал полную корзинку, потому что какой-то артист его пил, какая-то звезда. То есть человек себя звездой не считает. Человек считает звездой кого-то другого. И мы все это делаем. Постоянно думаем, что кто-то звезда, а мы нет. Что нам вот нужно слушать этого другого человека, быть там таким, как он, ракурс какой-то особенный, когда, например, видео снимаем. Вот в этом видео, что я делаю, ракурс очень невыгодный для лица. Видите, как кажется, что брыли. У меня на самом деле брыли так особо нет по жизни. Но у меня камера стоит так снизу, вот так вот показывает вот эту мою шею старую, это мои брыли. Почему? То есть утрирует это, потому что я хочу, чтобы вы и карты увидели, и мне не важно, чтобы вы увидели, что я там вот моложавая для моего возраста, да, и так далее. Может, я и не моложавая, может, я и старо выгляжу. Не в этом дело, потому что для меня, что сердце это важнее, но это так у меня, у кого-то бьюти-блогер, для него важно, чтобы камера была выставлена так и там, и так, и так. Это самый, кстати, невыгодный ракурс, не повторяйте его. Для лица, потому что вы будете выглядеть хуже, чем есть. Но я его делаю сознательно, чтобы было видно тоже стол и карты. Можно было делать меня вот так, говорящая голова, и вот так вот вам тыкать карту в экран, но, на мой взгляд, что это будет для вас лучше, для вас комфортнее, для вас приятнее смотреть. Вы для меня главный, когда я с вами общаюсь. Всегда делайте так, чтобы человек, который с вами общается, был для вас главный. Это говорит вот этот ангел. Этот ангел. И ключевой человек тот, с которым вы сейчас. Вот и все. Сделайте того человека, который сейчас с вами, ключевого. И у вас все будет хорошо. Такое письмо, я его немножко под конец знаю, что нужно закругляться. Еще третье письмо есть, да? Итак, третье письмо. У нас на дне колоды была карта лилии. Это успех, это когда есть надежная работа на всю жизнь. Или когда есть спасение. Потому что с лилиями выступает Дева Мария, да, или же, например, французские короли. Это когда есть, ну кто такой король раньше для вассалов? Это был спаситель, да, действительно тот, который мог защитить от нападения врага, например, да. Вот, и у Девы Марии лилии, потому что она родила спасителя. По этой причине лилии всегда имеют такую составляющую спасения. Этот ангел, эти высшие силы, Вселенная говорит вам, что спасение уже на пороге. К вам идет спасение. Для кого-то это выздоровление, это лучшие отношения, это финансовый поток. Давайте будем смотреть подробно. Письмо от высших сил. Карта дерева. Это выздоровление именно. Это четкое, полное выздоровление. Карта дерева, конечно, здесь вот у нас такое древнеиудейское дерево, да, которое намекает на то, что... Мы говорили только что о деревьях. Я говорю, смотрите все письма, все помогут вам. Именно от дерева оно питается солнцем, да. Поэтому дерево и в северных народах это божество, и в южных народах, как израильский народ, это божество дерева жизни, дерево Сефирот, по-моему, называется. Я не следую этой традиции, поэтому четко не могу об этом много говорить, но на этой карте изображено, значит, это примирение, радуга, примирение, ну, вот религиозное, что касается христианства, и, конечно, я там больше эксперт. Так что вот это намек на Ноя, на то, что Новый Завет любви у вас к себе. Наконец-то смотрите на себя
ну хотя бы глазами друга. Ни в коем случае не глазами врага или еще кого-то. Хотя бы глазами друга. А еще лучше смотреть на себя глазами любимого человека. Тот, который вас любит. А также это примирение с другими, если вы, например, поссорились с кем-то, кто вам дорог, и вы хотите с этим человеком помириться. А также радуга — это примирение со своим здоровьем, знать, что для вас полезно, что нет. Вот мы же нарушаем этот закон прежде всего. Смотрите, для вас расклад, потому что карта женщины, карта госпожи. Второй раз, кстати, выходит, да? В той другой колоде, вот в этой. Вот это ну, первая, которую я показывала перед этой. А это уже вот здесь, видите, насколько больше карт в той колоде. Эта колода расширенная, это нормальная. 36 карт. Я по этой сейчас. Новое отношение к себе. Ребенок на дне колоды. Anyways, то есть вы начнете примиряться с собой. Вы начнете примиряться с тем, что для вашего организма полезно. Потому что вам любой врач скажет, я врач-гомеопат, кстати, вам любой врач скажет, что правильный режим дня и правильное питание — это 99% залог крепкого здоровья. И тем более сейчас, когда иммунитет — это супер, номер один. Так у вас будет сильное здоровье, потому что вы улучшаете свое отношение к себе каждый день. Правильные мысли, правильная еда и в нормальных допустимых размерах. То есть порции допустимые. Я слышала, что в Соединенных Штатах Америки в основном порции у людей доходят до 5000 калорий в день. Это в среднем. От 4 до 5000. Представляете, какое переедание сильное? Ну, может, люди не знают, они просто едят еду такую плохую, которая очень калорийная, но вредная. Это карта письмо. И все, что я говорю, это нужно вам слышать. Все, что я говорю, получаю из потока. Нет никаких отвлечений, не думайте. Письмо от высших сил, письмо от вашего рода. Род вам говорит. То, что я сказала, это не просто были слова. Потому что карта готовилась, пока я говорила. И вам род ваш говорит, что у вас будет связь с родом. И род вам посылает и здоровье, а также таланты. Вы еще свои не узнали до конца. Вам следует новые какие-то в себе таланты открывать, новые фишки в вашей внешности, новые фишки в вашем разуме, новые фишки в ваших талантах, к чему есть у вас предрасположенность в жизни. Вот этим и нужно заниматься. А как узнать предрасположенность? Пробовать нужно все. И то, что получается легче, не лучше, заметьте. Потому что иногда то, что лучше получается, то очень вредно для нас. А то, что получается легче всего и от которого вы не устаете. Вот. Этим и нужно заниматься. И делать то, что можете в этой области. Не то, что там наизнанку выжимать себя, или то, что делают другие. Именно то, что вы можете. Медведь — это вы властный человек. Это вы человек, который уже... Видно? Это вы человек, который получил благословение, мощное здоровье, много сил. Вот это письмо, третье письмо очень сильное. Вам письмо от вашего рода, что у вас есть сильный иммунитет. Вам письмо от вашего рода, что у вас есть медвежья защита от любого негатива. Вам письмо от вашего рода, потому что дерево — это род. Именно вам, тому человеку, который сейчас нажал посмотреть. Вам письмо от вашего рода, да? Оно и вышло письмо, карта письмо, да, вообще удивительно. Что вы, как медведь, человек, который способен. Медведь кто такой? Который способен. У него ресурса больше, чем у всех в лесу. У вас есть ресурс, который вы еще пока не изведали. И нужно свои ресурсы открывать. А ресурсы у вас абсолютно уникальны, их очень много. У вас очень много ресурса. Такая карта медведь. Медведь — это когда... И вы пользуетесь своими ресурсами. И медведь пользуется когтями, мышцами, всем буквально пользуется. Он, любое животное или растение так делает. Это мы, люди, там. Я скромная, я не буду там пользоваться своей жизнью. Я так как-нибудь. Вот это все, да? Выбрасывать эту ложную скромность. Она никому не нужна. Смелые города берут. Это о карте медведь. Смелые города берут. Спросим у фей. Возьму карту одну.
Fairy reveals. Фея открывает. Это танец. И это юникорн. Единорог. Единорог – это, конечно, что мечта сбывается. А танец – это физическое движение. А также танец, когда человек раскрывается. В танце очень высокая энергетика, потому что человеку хорошо, когда он двигается. Человеку становится лучше. Часто бывает так, что мы так много сахаров съели, мы не знаем, что нам делать, поэтому мало двигаемся. У нас негативное отношение к себе и к жизни. И мы думаем, что все, это депрессия, кто-то должен помочь. Да, здесь поможет медведь. У многих это или мужчина, или начальник вас повысит, или что-то, вот высшие силы говорят, кто-то поможет извне. Но этого никогда не бывает достаточно. Человеку всегда нужно тоже найти в себе ресурс. Медведь имеет внутренний ресурс. Что такое внутренний ресурс? Первое. Запоминаем от гомеопатова, что если мы чувствуем грусть, это не обязательно, что это карма или что-то еще. Первое, что нужно сделать, это подумать, сколько я двигалась и сколько я сахара съела. Вино – это тоже сахар. Вот эти две вещи. Сколько я двигалась и как я питаюсь. Эти две вещи в ваших силах исправить сразу. И тогда вы посмотрите, грусть продолжается. Если вы исправили это все, и в течение месяца вы или понизили сахар, применение сахара до нуля, или же, немножко меньше. Кстати, употребление сахара для некоторых полезно. Все зависит от вашего genetic makeup, как вы сделаны, да? В рамках. Месяц вы практикуете, больше двигаетесь, ходите на прогулку, улучшили питание, грусть осталась. Вот тогда только это или карма, или негативное влияние других людей. Но нужно начинать вот именно с улучшения стиля жизни. Об этом говорит вот эта карта, и она говорит, что это открывают ангелы. Это открывают вам ангелы. Здесь еще на карте изображен зверек, и это белочка. Белочка или какой-то бурундучок. В общем, тот, который постоянно двигается, не останавливается никогда. И вот это, наверное, то, что нам нужно на заметку взять в этом раскладе. В третьем раскладе, дорогие мои. Мощные письма, на мой взгляд, были. Я поблагодарю высшие силы за то, что для вас работали. Это у нас какая колода? Мне нужно знать, куда я карты отправляю, потому что могут быть сюрпризы. Если карту никуда-то, не в ту коробочку отправишь, потом открываешь коробочку, а там какая-то еще карта есть. Медведь на дне колоды в любом случае образовался. Вот. Теперь у нас эта колода, которая расширенная. Вот такие письма, мои дорогие. Я знаю точно, что этот расклад вам позволит жить лучше и успешнее, если вы ему позволите. Что-то я сделала здесь. Да. Сейчас посмотрим. Это карта Кипер. Видите? Как говорю, и в то же время неправильно делаю. Это Кипер вот эти. Ставьте лайк или дизлайк, оцените мою работу. Это для вас полезно. Выражайте эмоцию. Это хорошо. И это анонимно. Я не знаю, кто что поставил, так что это по вашему желанию на вкус. Также подписывайтесь, если не подписаны. Здесь все для вас. Видео вам точно помогут, если вы им позволите. У меня есть уроки Ленорман. Очень много классных уроков. Чтобы уроки приобрести у автора, нужно покупать только от автора. У меня никогда не было посредников. Никогда. Поэтому уроки приобретать нужно только у автора, работа которого вам нравится. Если вы хотите уроки. Мои уроки только на одном моем официальном сайте, а переход на мой официальный сайт есть на каждом моем YouTube-канале. YouTube-канал — это не сайт. Сайт там, где мы пишем. www. Это сайт. Я вас люблю, обожаю. Я желаю вам счастья. Я знаю, что у вас будет все просто замечательно. Я знаю, что мы скоро и обязательно увидимся. До новых встреч, мои дорогие и любимые друзья.